Привет! Добро пожаловать на Media Keller. Сегодня мы рассмотрим корректирующие слои в DaVinci Resolve 16. Когда только анонсировали эту функцию, я воспринял ее без особого энтузиазма, поскольку корректирующие слои существуют в разных программах уже много лет. Они есть и в After Effects, и в Premiere, и при желании их даже в Final Cut можно намутить. В целом ничего, казалось бы, особенного в Resolve добавить нельзя, но я ошибался. Дело в том, что в Resolve вы можете не только красить, добавлять эффекты, переходы, монтировать, но также с недавних пор туда интегрировали Fusion. А Fusion — это пакет, который позволяет вам работать с подвижной графикой, делать очень сложную работу с визуальными эффектами, в общем, композить по жести. И в целом, казалось бы, при чем тут корректирующие слои? Но каково было мое удивление, что корректирующие слои работают со Fusion. И давайте на это все дело посмотрим. Представим, у вас есть несколько клипов на таймлайне, вы хотите применить эффект ко всем ним одновременно. Раньше для этого нужно было их выделить, нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт New Compound Clip. Но этот способ так себе, потому что вы лишаетесь возможности все это дело удобно перемонтировать. Поэтому корректирующие слои так хороши, поскольку вам не нужно вот этого всего делать. Вы просто заходите в панель Effects Library, во вкладку Effects и перетягиваете Adjustment Clip. По умолчанию он ничего не делает с нашим изображением, но если мы войдем в панель Inspector, то мы можем увидеть, что у него есть те же параметры, что и у обычных клипов. Мы можем менять ему зумирование, позицию, поворот и все остальное, в том числе, например, кадрирование и так далее. Но особенность этого клипа заключается в том, что когда вы применяете какую-нибудь коррекцию к нему, эта коррекция применяется ко всем клипам, которые находятся ниже. Иными словами, корректирующий клип берет все изображение, которое формируется дорожками ниже, объединяет их в единую и меняет каким-либо образом. Допустим, я хочу добавить эффект тряски камеры. Я могу зайти в панель Effects Library, далее в раздел OpenFX и ввести здесь камера Shake. Перетянуть ее на Adjustment Clip. И тогда у меня эффект тряски будет применен абсолютно на все эти клипы. Таким же образом на корректирующий слой можно положить любой эффект из раздела OpenFX, который вы захотите, в том числе и те, которые вы установили. Но, как я уже сказал, все это есть и в других программах, где есть корректирующие слои. Но чем Resolve уникален, это тем, что корректирующие слои работают со Fusion. Если мы будем применять здесь какие-либо изменения, добавлять любые узлы, у нас они будут влиять на все изображения, которые находятся под корректирующим слоем. И это просто безумно крутая штука, чтобы делать всякие переходы, отбивки, какую-либо графику. И даже заставка в начале этого видео была сделана именно при помощи корректирующих слоев. Давайте для примера что-нибудь несложное здесь сделаем. Я добавлю ноду Fast Noise. И, наверное, я все-таки по оси X растяну это все дело чуть-чуть посильнее. Сделал вот такую вот эмуляцию телевизионного шума при помощи Fast Noise. И в Media In я добавлю какую-нибудь ноду, допустим, Displays. Displays будет нам искажать картинку по маске, которую мы добавим из Fast Noise. И выглядит это примерно вот таким вот образом. Вот такие вот получаются помехи, гличи, можете называть это как угодно. Можно даже сделать какую-нибудь анимацию. Сделать на первом кадре силу 0, перейти немного вперед, здесь поставить значение повыше, например, такое, еще немного вперед. И теперь мы делаем значение снова 0. И у нас есть вот такая вот несложная анимация, такой вот небольшой глич. Но теперь, что самое интересное, если мы перейдем во вкладку Edit, мы можем увидеть, что все это применяется к нашему клипу. У нас получилась вот такая вот несложная анимация. Предположим, я хочу использовать ее как переход. И я могу просто перетащить Adjustment Clip между двумя другими клипами, чтобы это работало как какой-то переход. И если я захочу этот переход применить еще раз, все, что мне нужно сделать, это зажать кнопку Alt, левую кнопку мыши, и перетянуть новый корректирующий клип туда, куда мне будет нужно. И таким вот образом можно делать различные крутые штуки. И в целом, на мой взгляд, корректирующие клипы — это одно из самых важных нововведений 16-й версии DaVinci Resolve.
И я очень надеюсь, что вы придумаете свои какие-нибудь творческие применения всему этому делу. Вот такие вот корректирующие клипы нам добавили в DaVinci Resolve 16. Пишите ваши идеи, как бы вы могли их по-творчески использовать. И, конечно же, делитесь этим видео с друзьями и оставайтесь в фокусе с Media Academy.